Сегодня будем готовить рассыпчатый пирог из песочного теста. Готовим маргарин или масло сливочное 200 грамм. Достаем из холодильника и нарезаем на более мелкие кусочки, чтобы оно быстрее размягчилось. Берем 2 яйца, разбиваем в посудину. Сюда же добавим 200 граммов сахара. И все это нужно помешать либо ложкой, либо миксером, либо венчиком. У нас нет цели взбить яйца, просто их нужно хорошо перемешать, для того, чтобы сахар не так чувствовался, крупинки сахара, чтобы в тесте не чувствовались. Вот такая однородная масса получилась. В нее также нужно добавить щепотку соли для улучшения вкуса и пакетик ванильного сахара. Все перемешиваем. И сюда же добавляем размягченный маргарин или сливочное масло 200 граммов. Тоже все можно перемешать ложкой, но я воспользуюсь также еще и миксером. Это удобнее и гораздо быстрее. Сначала ложкой и затем можно миксером. Масса должна стать такой однородной. И в дальнейшем мы будем соединять ее с мукой и замешивать тесто. Готовим 400 граммов муки. Просеять ее нужно прямо на стол, чтобы она обогатилась кислородом. Просеиваем сначала 400 грамм. Ну и в дальнейшем будем подсыпать к тесту, сколько теста возьмет, в зависимости от размеров яиц. Бывает, что нужно 450 граммов, бывает 500. Так, соединяем с яично-масляной смесью. Сюда же сверху мы добавляем чайную ложечку соды, неполную, без верха. Соду я не гашу уксусом или лимонным соком, а сюда же прямо вот наливаю ложку столовую уксуса. И в процессе замеса теста сода с уксусом войдет в реакцию, и это придаст тесту более такой рассыпчатый, структуру теста. Поэтому заранее гасить соду уксусом не рекомендую. Так, замешиваем руками тесто. И в процессе перемешивания, если вы видите, что тесто еще прилипает к рукам, можно подсыпать муки. У меня ушло 400 граммов муки ровно. И в конечном результате тесто должно быть очень мягким, но оно не должно прилипать ни к рукам, ни к столу. Больше муки не нужно класть, потому что иначе тесто будет забитое и не такое крохкое. Поэтому постепенно подмешивайте. Вот такой консистенции примерно уже это нормальное песочное тесто. Мягкое, но не прилипает ни к столу, ни к рукам. Делим на 2 разные части. 1/3 помещаем в один пакетик. И большую часть помещаем в другой целлофановый пакетик. Значит, большая часть у нас пойдет на дно формы, а меньшая часть мы ее кладем в морозилку на час, чтобы она хорошо затвердела, а большую часть кладем просто в холодильник. Вот таких 2 пакетика
меньше в морозилку, большую в холодильник. Через час достаем большую часть и начинаем из нее формовать дно нашего пирога. Так, отщипываем кусочек от этой части на бортике и остальную часть придаем ей как бы такую форму под нашу форму выпекания. Форму выкладываем бумагой пекарской. И теперь прямо ручками, пальчиками, вот так вот мы ее продавливаем по форме нашей формы для выпекания, равномерно придаем тесту форму, застилаем все дно. Теперь готовим бордюрчики. Делим на 4 части и скатываем такие жгутики, которые мы разложим по бокам. Эти бортики нужны для того, чтобы варенье или джем, которое вы будете класть на дно теста, чтобы оно не растеклось. Вот так вот по бокам. Приклеиваем по всему периметру такие бортики. Теперь можно выкладывать ягоды. Значит, они не должны быть слишком жидкие. Если сок или какая-то жидкость, нужно слить. Выкладываем одни ягоды. Можно использовать замороженные ягоды, посыпанные сахаром. Можно варенье, можно повидло, либо джем, либо смесь ягод. Так, равномерно ложкой распределяем ягоды по всему дну. И теперь вот эту часть теста достаем из морозилки и натираем обильно сверху. Распределяем также равномерно, чтобы получилось красиво по всей части пирога. Ножом, ручками распределяем. Теперь отправляем в духовку 180-200 градусов буквально на 30 минут. И вот пирог готов. Достаем его. Он очень хорошо достается на блюдо. И теперь бумагу тоже можно очень легко удалить из-под него. Все. Осталось только нарезать. Берем острый нож, но и режем на такие порционные кусочки, на которые вы хотите. В это время нужно обязательно поставить чайник, чтобы заварить вкусный чай. Так, нарезаем. Он довольно хорошо держится, и в то же время он очень мягкий, а аромат шикарный. Когда пирог нарезан, можно сверху его украсить сахарной пудрой. Так он будет еще аппетитнее выглядеть. Так, все, прямо слюнки текут, надо быстрее заваривать чай. Вот смотрите, как он хорошо выглядит в срезе. И на вкус тесто очень-очень крохкое, мягкое, нежное. В принципе, рецепт не трудный, продукты обычные. Поэтому я думаю, что вам этот рецепт понравится, и вы возьмете его на заметку и будете часто готовить и радовать своих близких. Ну, на этом сегодня все. До новых встреч в других видео. Пока-пока.